4 утра. 4 часа утра. Тебя будет не петух, тебя будет страх. Под тобой мокрая деревянная скамья. Над тобой такие же люди. Вы спите в повалку в курной избе, где дым ест глаза даже ночью. В избе всего 3 окна для соглядатаев. За окном февраль 1570 года. Тверь. Скоро Новгород. Воздух пахнет псиной, кислым квасом, ладаном и паленой шерстью. Через 6 часов ты или будешь пытать человека, или станешь свидетелем того, от чего у современных людей съезжает крыша. Добро пожаловать в опричнину. Ты дворянин, которого разорили бояре, или сын мелкого вотчинника. Иван Грозный дал тебе шанс служить не родам, служить государю. Ты опричник. Утро. Реальность – это черная ряса поверх кольчуги. Это собачья голова на конской груди и метла у седла. Собачья голова, чтобы выгрызать измену. Метла, чтобы выметать крамолу. Встаешь затемно, водой не мываешься, вода ледяная. Икона в углу – единственное пятно света. У тебя нет зубной щетки. Ее нет и у царя, нет и у митрополита. Завтрак – краюха ржаного хлеба, вчерашняя каша с салом. Ты хватаешь саблю на ощупь. Жить в опричнине – значит быть готовым убить до того, как успеешь чихнуть. Опричнина и смерть. Опричнина – это не место. Это армия внутри страны. Ты подчиняешься только царю, никому больше. Ты имеешь право входить в любой дом, отбирать любые земли. Ты забрал у боярина Шереметьева усадьбу и спишь на его перине. Его выгнали в одной рубахе. Это норма. К 1570 году вас около 6000. Террор – это просто работа, как уборка леса. Вырубить сухие ветки, бояр, которые противятся царской воле. Только ветки иногда кричат. Одежда и страх. Надеваешь черную рясу, под ней кожаный поддоспешник. Конь вороной, его ты поил из своих рук, потому что в конюшне ночью страшно соваться. Там шепчут люди, которые ты пытал вчера. И главный ужас утра. Собачья голова, привязанная к луке седла. Символ опричнины. Ты не просто человек, ты псарь государев. Будешь нюхать измену и грызть предателей. Знаешь, что самое страшное? Некоторые из вас реально верят, что спасают Россию. Дорога на казнь. Сбор. Сотник ведет вас на Новгород. Мороз. По бокам санные обозы. В них орудия пыток, клещи, железные рожны, дегтярные заливы. Никто не шутит. В отряде поп. Он исповедует тебя на ходу. Ты слышишь, что царь Иван молится перед казнями. Молится и истова. Дорога занимает дни. Лес, безмолвие, только скрип полозьев. Иногда ты видишь деревню, где все заборы увешаны мертвыми телами. За полгода до Новгорода. Это был Псков. Помиловали, а могли и сжечь. Новгород. Суд. Новгород. 9 января 1570 года. Лед Волховской. Вас пускают в город. Ворота закрываются. Теперь город – это мышеловка. Царь Иван выходит слушать обедню. Соборин молится. Через час он велит ловить людей. Твоя задача – идти подворно, забирать имущество изменников. Сопротивление – смерть на месте. Но страшнее другое. Тебе приказывают пытать священников. Икону срывают со стены, вешают на дыбу человека, помазанного на служение Богу. Палачом можешь быть ты. И вот тут включается самое жуткое. Опричники не просто режут, они морально уничтожают. Людей выводят за город на Волхов. Лед, прорубь. Тебе приносят доски, жернова. Сбрасывают семьями. Муж, жена, дети в одной проруби. Лодками давят лед, чтобы никто не всплыл. Ты стоишь на берегу и смотришь.
Твое лицо черно от копоти. Ты не отворачиваешься, иначе ты сам следующий. Обед на костях. Обед. Холодное мясо, хлеб, квас. Ешь руками. Ты видел сегодня 50 смертей. Руки дрожат, но нет сострадания от усталости. Твое сознание защитилось. Ты уже не воспринимаешь людей как людей. Они крамола. Ты чистишь саблю об снег. На снегу розовая жижа. Сосед по столу опричник. Неделю назад он был дьяконом. Сегодня он сам выбирает, кто умрет. Это ломает психику. К вечеру ты начинаешь смеяться над тем, над чем раньше плакал. Психология пса. Время идет. Новгородский погром длится 5 недель. По разным подсчетам, от 3 до 15 тысяч убитых. Город мертв. Царь устраивает пир у торговой стороны. Знаешь, что самое парадоксальное? При этом зверстве в опричнине жесткая дисциплина. Ты не можешь грабить без приказа. За пьянство во время службы – казнь. За отступление от ритуала пытки – каторга. Это такая же работа, как у пиратов, но без романтики. Вообще без романтики. Пираты воевали против системы, а ты самая страшная часть системы. Ты – инструмент государства. Царь и собачья преданность. Вечер. Вернулись в лагерь. Царь Иван в своей ставке пирует. Он обходит строй опричников, говорит тихо. Наше дело правое. Бояре предали Русь. И ты веришь. Потому что если не верить, придется признать, что ты чудовище. У вас есть свой кодекс, неофициальный. Не бить своих, сдавать уворованное в общий котел. Доносить на тех, кто жалеет врагов. Страх – это цемент, но вы боитесь не царя. Вы боитесь потерять место в этой своре. Вне опричнины вас убьют родственники казненных. Ночь. Волк в рясе. Ночь. Ты падаешь на лавку в той же черной рясе. Собачья голова висит на гвозде. Глаза ее пусты. Ты смотришь в них и не видишь себя. В соседней избе мается человек, которому завтра вырвут жилы. Иногда он начинает читать «Отче наш». Ты злишься, кричишь «Заткнись!». Потом замолкаешь. Ты вспоминаешь свою первую казнь. Как тряслись руки. Теперь они не трясутся. Ты убил себе человека быстрее, чем убил первого боярина. Через месяц ты будешь в Москве, где царь внезапно отменит опричнину. 1000 псов окажутся никому не нужны. Тебя пошлют на литовскую границу, умирать обычной смертью. Главный вопрос. Спроси любого опричника перед смертью, а умрут почти все. В бою или от рук тех, кто выжил. Ты сожалеешь? Он скажет: я исполнял волю государя. И в этом главный ужас. Не в собачьей голове. Не в том, как люди тонут в проруби. Ужас в том, что ты делаешь это с открытыми глазами и считаешь это нормальным. Это был один день. Один обычный день из жизни опричника Ивана Грозного. Без эпического пафоса, без красивых плащей. Только кровь на снегу, икона в углу и молитва палача перед сном.